Всем привет! Зрители канала меня просили показать нынешний парк машиностроителей в Харькове. Еще парк известен как парк Артема. Ну что ж, приглашаю всех сегодня в этот парк. Бывший парк Артема, а ныне машиностроителей, известен тем, что построен на месте Кирилло-Мефодиевского кладбища. Территория для захоронения здесь находилась до 1934 года. А открытию парка в те давние времена предшествовали некие события. В 1906 году член большевистской партии Федор Сергеев по кличке Артем устроил сходку большевиков и попал в полицейские протоколы. Со временем здесь начал собираться рабочий класс, часто происходили драки и даже убийства. Также по открытой информации на старом кладбище продолжали неофициально хоронить людей, в частности, умерших от голода в 1933 году. Из-за популярности среди местных жителей территорию решили оборудовать под зону для отдыха. Погост снесли, местную церковь разобрали на кирпичи, которые также начали использовать при строительстве аллей огромного городского парка. Здесь высадили ели, а после открытия создали кольцевую аллею из крымской липы, которую специально привезли из Шаровки. Торжественно парк культуры и отдыха имени Артема открыли в 1935 году, дав ему имя большевика и советского партийного деятеля. Площадь парка составляла около 100 гектаров. В парке представлено большое видовое разнообразие растений: тополя, айва обыкновенная, липа крымская, боярышник обыкновенный, а также различные плодовые деревья. Кстати, еще в те времена, когда парк только создавался, в нем планировалось высадить 400 тысяч деревьев и 200 пород кустов. По задумке проектировщиков, цветы здесь должны были радовать посетителей с весны до осени. На центральных аллеях даже хотели высадить пальмы, а посреди парка разбить пруд с плакучими ивами. Однако запланированный проект так и не удалось воплотить в жизнь. А несколько лет назад в парке было вырублено 936 здоровых деревьев, несмотря на протесты жителей поселка Артема и экологов. Аллеи в парке машиностроителей просто широченные, с дополнительными тротуарами. Такие есть только в парке Горького, но сравнивать эти парки глупо. Заброшенная сцена для выступлений. Это уже стало нормой для заброшенных парков. Такое же мы видели в парке Зустрич в недавно опубликованном на канале видео. Парк машиностроителей в Харькове считается полузаброшенным. Есть здесь, конечно, некоторые развлечения, веревочный парк, пейнтбольный клуб, но они сейчас не работают. О прежней жизни крупного городского парка говорят только советские фигуры животных и сказочных персонажей. Побывав здесь, можно поверить в существование машины времени. Ведь вы окажетесь в конце 80-х, начале 90-х годов. Карусели, статуи – все здесь напоминает о тех временах. В 2020 году, когда я был здесь на съемках видео про этот парк, здесь еще было колесо обозрения. На сегодняшний день оно демонтировано. Видео о том, каким был парк машиностроителей осенью 2020 года, если вам интересно,
вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Харьковчане этот парк связывают с мистическими событиями. По открытой информации секретаря Харьковского обкома партии Николая Демченко, который предложил на месте кладбища оборудовать парк, расстреляли спустя 2 года после открытия места отдыха за участие в антисоветском заговоре. Председателя горсовета Владимира Богуцкого, который выступал на открытии парка в 1937 году, арестовали НКВДисты, и его тоже расстреляли. Спустя полстолетия во время разрытия котлована в парке нашли авиабомбу времен Второй мировой войны. Обезвредить боеприпас не получилось, и бомбу взорвали на месте. Старые здания вокруг парка в результате взрыва остались целы, местные жители тоже, но в домах побились стекла. Аллеи парка почти пустынны. Ну, то есть они совсем пустынны, если сравнивать с аллеями других парков города. Кое-где с колясками гуляют молодые мамы, детвора и прогуливаются пожилые люди. Скамейки тоже пустынны, на них почти никто не сидит. От этого возникает ощущение скуки и пустоты. Знаете, по ощущениям, такое тихое и полузаброшенное место. А вот перед вами сейчас заброшенный фонтан, засыпанный землей. Голова богатыря из народных сказок все еще на месте, но теперь выглядит как-то странно, вызывает смешанные чувства. А еще в этом парке можно увидеть величественную колоннаду. Если вам интересно мое мнение про этот парк, то зрелище тоскливое. Гулять, конечно, можно, но без особой радости. Парк требует тотальной реконструкции и вложения значительных средств. Станет ли городская власть облагораживать и приводить его в порядок, неизвестно. Сейчас, конечно, нет, по понятным причинам. А в будущем, я думаю, тоже под сомнением.
Положительным можно назвать то, что территорию убирают, и у местных жителей есть возможность прогуляться по свободной от мусора зеленой зоне. В парке машиностроителей есть еще аллея славы. На данный момент это самая аккуратная локация в парке. Всю аллею можно пройти за 5 минут, ну за 15, если читать все таблички. На каждой стеле аллеи славы висит табличка с ключевыми событиями, произошедшими в каждый год Второй мировой войны. Также здесь установлены памятные знаки афганцам и чернобыльцам. Аллея заканчивается стелой на круглой клумбе.